Мир всем, друзья мои. Давненько не было видео. Между тем накопились кое-какие вопросы, на которые, конечно же, надо отвечать. Не знаю, насколько я успею ответить. Вот. Ну, не будем размазывать сопли. Погнали. Был такой вопрос о том, как научиться ездить на большие расстояния. Я хотел сделать полноценное видео поначалу. Потом подумал, что на самом-то деле информации не так много, чтобы растягивать на полнометражный фильм. Поэтому стараюсь коротко, но основательно ответить на этот вопрос. Первым делом, наверное, это самое очевидное, что надо начинать с небольших расстояний, которые вам даются легко. И потихоньку наращивать, добавлять, скажем так, по 5, по 10 километров, в зависимости, насколько вам это тяжело дается. К примеру, вы привыкли километров 15-20 накатывать по парку. Добавьте километров 5, 25, 30. Каждый раз добавляйте, если вам это не особо тяжело, но в то же время не должно быть слишком легко даваться. Просто добавляйте. И таким образом потихоньку доведите до сотки. 100 километров это вообще магическое число для велосипедистов. Как правило, новички делят всех велосипедистов на тех, кто ездит меньше 100, и тех, кто может больше 100 проезжать. Поэтому где-то в подкорке обычно сидит, что 100 километров это прям все. Проехал 100, значит ты уже можешь 200, 300. Но поверьте, это не так. Если вы добрались до отметки 100, не останавливайтесь, постарайтесь проехать чуть больше, 105, к примеру, 107, чтобы эта цифра у вас как-то, не оседала, как какая-то грань, за которую невозможно перейти. 105, 110, в следующий раз 120. Ну а потом сделайте один такой финт ушами, который я называю прорыв. Просто возьмите и в один кон проедьте сразу 200. Выберите удачное время, чтобы день был достаточно длинный. Хорошенько запаситесь перекусами, водой. Наметьте нормальный маршрут, такой желательно линейный, не круговой, чтобы вы не могли сойти с него. Когда вам на 130-м километре вам покажется, что вам совсем херово и надо сходить, чтобы без посторонней помощи вы не могли сойти с этого маршрута. И вперед отправляйтесь, проедьте эту 200-ку. И если вы ее все-таки проехали, знаете, что 100 километров вы будете проезжать в любое время, когда только захотите. Есть еще хороший способ сделать дистанцию плюс-минус 100 километров своей такой регулярной дистанции. Если у вас отпуск или какие-то выходные, чтобы у вас было не менее 3 дней подряд выходных, и все эти 3 дня подряд проезжайте по 100 плюс километров. Это будет тоже хороший заряд на то, чтобы проезжать такие расстояния без каких-либо проблем. Если вы хотите проехать бревет, допустим, 200-ку, то если вы уже ее проехали, это расстояние, то вы можете смело отправляться на бревет. Если вы хотите 300 проехать, я бы посоветовал перед этим хотя бы проехать
250-270, что-нибудь такое. Тогда вы более уверенно, более спокойно будете ехать и 300. Вообще, по большей части, большие дистанции — это скорее больше дело не физическое, а моральное, психологическое. То есть психологически это довольно напряжно. По моему опыту, такие расстояния обычно легче проезжают люди, такие более флегматичные, не знаю, более такие спокойные, уравновешенные, терпеливые люди. Если у вас характер какой-то холерический, такой взрывной, то вам, скорее всего, будет трудно такие расстояния ездить. Возможно, вам лучше заняться просто традиционным велоспортом. Пару слов хочу добавить по маршруту и по питанию. Вот. Маршрут на первых порах для дальнобоев выбирайте, старайтесь равнинный. Это очень сильно облегчит вам прохождение, ибо горы, холмы довольно серьезно бьют по ногам, да и по сердечно-сосудистой. И с непривычки это будет очень тяжело. Ну и второй момент — это по питанию. Как я уже сказал выше, хорошенько затарьтесь и регулярно не забывайте, не увлекайтесь дорогой, не забывайте закидываться, чтобы не заголодать. Ибо если вы где-то заголодаете, даже на 90-м километре, то вряд ли вы сможете доехать, по крайней мере, без мучений, так сказать. Поэтому питание, гидратация, пейте регулярно, каждые 10-15 минут по пару глотков. И не забывайте каждые 20 километров или каждые 15-20 минут перекусывать. Ну, на этом, пожалуй, закруглюсь. На остальные вопросы постараюсь ответить попозже. Так что всем мир, до новых встреч.